Всем добрый день! Вы на канале Шитие Мое, меня зовут Оля, и сегодня я покажу, как можно просто и легко сразу на ткани выкроить себе базовые брюки. Немного расскажу о ткани. У меня это габардин черного цвета, классического, можно сказать, цвета, которому подойдет любой верх, любая обувь, любая сумочка. То есть вот такая вот она классическая базовая ткань, да, цвет. О габардине мнения очень разнятся. Допустим, кто-то думает, что габардин это ткань тяжелая, не дышащая. Я же думаю совершенно наоборот. Мне кажется, что габардин очень легкая ткань, дышащая при этом. Допустим, если есть легкий ветерок, то он очень хорошо продувается, да. У меня, кстати, очень много изделий из этой ткани, и брюки, и юбки, и даже комбинезон я шила, и жакеты, поэтому я считаю, что эта ткань очень даже универсальная. Единственный минус — это к ней иногда что-то прилипает, какие-то пылинки, мусоринки и так далее, да, но для этого есть у нас антистатик, то есть мы утром попшикали слегка, и на весь день этого хватает. И еще я сегодня хочу затронуть тему животика. То есть, если, допустим, у нас есть, не все же мы плоские, да, ходим такие прям стройные, изящные, идеальные, но у нас есть особенности фигуры. И сегодня я хочу затронуть именно тему животика. Кстати, если вас заинтересует вот эта блузочка, я очень подробно рассказала о ней в своем телеграм-канале. И вообще просто подписывайтесь в телеграм-канал, подписка совершенно бесплатная, ссылочка будет в описании под этим видео. Там я ежедневно практически рассказываю о проделанной работе за день, вообще рассказываю о себе, мы там общаемся и очень хорошо ладим, так что подписывайтесь, не пожалеете. Ну и давайте приступим к построению. Я сейчас подключу вторую камеру, подвесила, да, чтобы мне не бегать туда-сюда, потому что я думаю, что не будет видно. Мне хочется, чтобы и меня было видно, потому что я буду много, наверное, объяснять. Видео такое будет многоразговорное, скажем так. Я буду мало кроить, но буду много говорить. Поэтому хочется, чтобы меня видно было со всех сторон. Сейчас подключу вторую камеру, и мы с вами начнем. Итак, для начала нам необходимо выровнять верхний срез. Есть тут у меня небольшая погрешность, то есть мы просто проводим по верху прямую линию. Я не сказала, сейчас расскажу, как я разложила ткань. Ткань у меня сразу в два сложения. Ширина ткани 150 сантиметров, я даже сейчас проверю, от сгиба. Вместе с кромкой 76, да, то есть если убрать кромку, ну, будет чуть-чуть меньше 150, да, может быть 149, 148, вот так. В общем, смотрите, здесь у меня кромка, я ее еще пока не обрезала. Кстати, лучше, конечно, сразу обрезать, но если кромка не стягивает, не мешает, можно просто провести вот так вот прямую линию. Здесь сгиб, вот так у меня ширина, вот так длина. Длину я пока не отрезала. Теперь от этой линии я откладываю 4 сантиметра вниз, это будет у меня для резиночки. У меня резинка 2 сантиметра. Ну, я думаю, что хватит мне для резинки 4 сантиметра. Смотрите, я пока пунктирной линией провожу эту линию, потому что эта линия, если мы здесь с вами прорисуем лишние линии, то мы по ним, не дай бог, можем вырезать. У меня такое было. То есть я себе прорисовала для резинки и вырезала уже по этой линии. А резинка осталась, то есть место для резинки осталось на ткани, к сожалению. Поэтому я советую лучше делать так. Тем более для таких, как я, которые любят все делать быстро, не успевают все это продумывать. В общем, смотрите, для кромочки я вот здесь проведу, сейчас я выровню край, да, чтобы он у меня был ровненький. Проведу просто по кромочке линию, так как бы выделяю кромочку. И от этой, то есть это у меня будет как бы срез, край, срез ткани. Вот так. Все, я надеюсь, видно. Видно? Все хорошо видно. Далее. От пунктирной линии вниз я откладываю высоту сидения, у меня это 26,5 сантиметров, и прибавляю сантиметра 3 для свободы и шва. Можно 4, можно 3,5, но я думаю, что тут уже как вы любите, да, сантиметр, грубо говоря, уйдет на шов. Может быть даже 1,5. Кто как шьет, да, может быть 1,2 и так далее, ну, приблизительно сантиметр, поэтому смотрите, тогда если вы оставляете, допустим, 3 сантиметра, откладываете от высоты, от
высоты сидения, то у вас получается 2 сантиметра на свободу. Кому-то этого достаточно, кому-то нет. Смотрите сами. Я все-таки отложу 3 сантиметра, мне будет достаточно. И от верхней линии я проверяю. У меня получается 34 сантиметра. Для контроля откладываю сюда, потому что здесь у меня нет никаких линий, чтобы все было ровненько. Я соединяю, то есть через эти точки провожу прямую. Теперь давайте начнем кроить наш верх. Я так положу, чтобы было все видно везде. Вообще стандарт, давайте проговорим сначала стандарт. По стандарту, по передней половинке, это у нас будет передняя, это будет задняя. По передней половинке мы откладываем 1/20 обхвата бедер. Я откладываю 5 сантиметров. Далее мы откладываем половину обхвата бедер с прибавками, не забываем про швы. Допустим, у меня обхват бедер 100 сантиметров, я себе откладываю 55. И уже от этой точки по стандарту мы откладываем 1/10 обхвата бедер. То есть у меня здесь 5, 55 и 10. Это для стандарта. Говорят, что если у вас есть животик, то для животика вот здесь нужно оставлять меньше места. Меньше. Допустим, если у меня есть животик, то у меня здесь по стандарту 5, а я отложу себе 4 или 3. Да? И у меня получится вот такая вот линия. И вот он мой будет изгиб для передней половинки. Вот он, маленький такой. Но давайте порассуждаем. Если у нас попа такая выпуклая, для попы у нас вот она половинка, вот она, да, какая большая, вот тут вот дуга, да, то есть широкое вот здесь вот место. А почему для животика, когда он выпуклый, мы берем меньше? Почему? То есть тут как бы даже логика не работает. Или не знаю, что там у них работает. Я для себя, даже для своего маленького животика, я бы не сказала, что он прям выпуклый, что он прям большой. Для своего маленького животика добавляю сюда 1 сантиметр. Я наоборот прибавляю. Так, вот здесь у меня было 5, я прибавлю, сделаю 6. То есть, сейчас расскажу. Так, вот так я провожу прямую. И теперь уже ее я вывожу вот сюда вот уголочку, да. Я даю свободу, то есть выпуклость, да, на выпуклость. Я делаю вот эту вот прибавочку. Если у вас животик достаточно большой, ярко выраженный, выпуклый, допустим, беременность или просто физиология, да, то есть если у вас есть животик, то вы прибавьте сюда 2-3 сантиметра. Для животика лучше нам сразу оставить больше. Лучше тогда сразу вот сюда прибавить больше, чтобы была возможность углубить вот здесь. Я прибавляю для себя, допустим, 10 сантиметров к общему обхвату. Это несмотря на то, что у меня будут швы, 4 сантиметра у меня уйдет на швы, да, по срезам. Даже не 4, а здесь у меня будет еще по боковой линии срез еще будет, так что учитывайте. То есть мне нужно, чтобы 6 сантиметров осталось, мы сейчас все это будем рассчитывать. Мне нужно, я хотела, кстати, что-то такое простое и быстрое, а получается просто что-то невероятное. Но я думаю, что будет полезное видео для фигур с особенностями. У меня есть влажная салфетка. Я сейчас вот это все уберу. И, наверное, я уже буду делать для своей фигуры. И все-таки буду проговаривать какие-то моменты, может быть, для фигур с животиком. Все-таки у меня тоже есть животик, и нам еще нужно сделать по боковой линии шов. Для чего? Для того, чтобы красиво заузить наши брючки. Итак, начнем. Значит, по стандарту у меня обхват бедер 100 сантиметров. По стандарту я должна взять 1/20 для передней половинки. Вот она у меня 5 сантиметров. Но для себя, для своего животика я убираю еще 1, то есть получается 6. Не убираю, а наоборот добавляю, да. То есть 6 сантиметров я откладываю и поверху, и провожу, ну давайте прорисуем пунктирную опять же линию, да, она у нас будет непостоянная. Здесь мы ее вот так вот прорисуем. Далее я сразу здесь скругляю, делаю вот такую скругляшку, и у меня от вот этого уже
угла по диагонали 3,5 сантиметра. Так, давайте теперь рассчитаем, сколько у нас уйдет на шов. Так как мы строим сразу на ткани, я не буду здесь прорисовывать какие-то дополнительные линии на шов, я просто сразу считаю, сколько мне нужно добавить к обхвату бедер, чтобы у меня получилось и средний шов получился, и здесь на шов хватило, да. Смотрите, если я хочу, у меня вот к этим брючкам прибавка 4 сантиметра, всего лишь к обхвату бедер вот здесь 4 сантиметра, то есть в готовом, как говорится, виде. Значит, если я хочу 4 сантиметра, заметили, запомнили, да, смотрим, здесь у меня будет, если на половинку считать, здесь у меня будет один шов, 1 сантиметр, грубо говоря, сюда по 1 сантиметру и сюда 1 сантиметр, 4 сантиметра на половинку, значит 8 сантиметров к общей сложности. Прибавим к этой цифре 4, которую я хочу свободу. Значит, получается 12, то есть 12 сантиметров я должна прибавить к своему обхвату бедер. 112 делю пополам, получаю 56. Откладываю от вот этой вот своей новой точки, то есть где у меня 6 сантиметров, я откладываю 56. Вот она моя точка. И также по верху откладываю 56. И соединяю эту линию, эти точки прямой линией. Пока можно вот так пунктирной. Так. Теперь уже от этой точки вот сюда я откладываю 1/10. Далее смотрим. Теперь я вот здесь провожу тоже вот так вот полукруг. Здесь у меня 3,5, здесь, если вот так диагональ вывести, да, по диагонали у меня примерно будет 6 сантиметров. 5,5 у меня получилось, но этого мне будет достаточно. Теперь переходим. Так, сначала давайте все-таки найдем центр. Так, 56. 28 будет середина. И чтобы найти центр по всей длине, я вот так нахожу. Либо от сгиба до этой метки, у меня вот 40 получается, можно отметить вверху, также 40 сантиметров, и чуть пониже 40 сантиметров. И через эти точки провести сразу центральную линию. Пока так, не до конца, пока так. Далее, смотрите. По задней половинке мы как минимум откладываем 2,5 сантиметра. По этой линии минимум 2,5, то есть это зависит от того, насколько у вас изгиб по спинке. И вы еще должны знать, то есть должны быть уверены, что войдете вы через бедра ваша линия талии, потому что талия на резинке, здесь не будет никакой застежки нигде, да, поэтому вы должны смотреть. Ну давайте сделаем... Сначала сделаем по минимуму, а потом уже, когда мы измерять будем вот эту линию талии, мы уже сможем с вами что-то изменить, да. Здесь, значит, у меня 2,5, вот тут вот. И теперь перейдем к этой части. Здесь вниз я откладываю сразу 5 сантиметров. То есть 5 сантиметров углубляем линию талии по переду, и это опять же стандарт. Есть фигуры, допустим, как у моей дочки, ей нужно 6-6,5 откладывать вниз. С чем это связано, честно говорю, я не могу знать, не могу сказать. У нее очень узкая талия, на фоне талии достаточно широкие бедра, то есть у нее разница между талией и бедрами больше 30 сантиметров. Но вы можете вообще ничего не откладывать вниз, да, и при примерке уже откорректировать, сколько вам нужно опустить. Но, смотрите, вы же это не поймете сразу, пока у вас не будет резинки. То есть тогда вы уже не строите на ткани, а строите макет, и на макете уже смотрите. Но вообще... Стандарт 5 сантиметров. Вот здесь по переду мы откладываем 5 сантиметров. Я прошу прощения, мне пришлось вырезать часть видео, потому что я совершила непоправимую ошибку в районе пояса. Конечно же, я благополучно, как всегда, забыла про вот эти 4 сантиметра резинки. Значит, углубляем, то есть продолжаем видео, да, углубляем по переду на 5 сантиметров от верхней линии, на 5 сантиметров. И соединяем вот эту точку, поднимаем вверх, 2,5 сантиметра. И вот с этой точкой соединяем точку 5.
Вот так. Мы ее уже можем не пунктирной, а цельной провести прямой, потому что уже по ней будем вырезать. Теперь мы должны смотреть, чтобы вот эта линия, то есть вот этот угол должен быть прямой, и вот этот должен быть прямой. Ну, не обязательно прям 100% 90 градусов, да? Вот эту, кстати, линию мы можем провести, вот эту вот линию, да, которую от этого изгиба до точки 2,5, и через эту точку поднимаемся вверх. Здесь как раз получится практически прямой угол. Вот это вот все убираем лишнее. Вот тут у нас получится прямой угол. Теперь нам нужно вот эту линию, вот этот угол тоже сделать прямой. Я беру угольник, прикладываю вот к этой линии, новой линии талии, и вот так. Вот, получается, у меня здесь прибавилось еще сантиметра 1,5, да, вот сюда. Так, смотрите, здесь мы можем сделать приталивание, но по спинке, по задней половинке убираем меньше, по передней больше, в 2 раза. Допустим, если вы по задней половинке убираете 0,5, по передней 1 сантиметр. Дальше от этой точки вниз вы откладываете высоту бедер, ну, у меня, допустим, 16 сантиметров, и соединяете эти точки. Вот так получается. Видите, здесь 1 сантиметр, то есть здесь 0,5, здесь 1. Я чуть-чуть сделала приталивание. Теперь мне нужно измерить вот так. Вот так. 25,5 и получается 54. Но считаем, здесь идет раз шов, здесь идет 2-3 шов и 4. 50 сантиметров у меня остается на, чтобы натянуть брюки. Я вполне в них войду. Даже если будет минус 2 сантиметра, мы вполне в них войдем. Я думаю, что с этим все понятно. Наверное, главная тема это животик, ну как бы я хотела, да, озвучить главную тему это животик, и я надеюсь видно, и чем больше животик, тем больше мы сюда с вами добавляем, а не убираем. Добавляем сюда и уже от этой точки добавляем сюда прибавку к обхвату бедер. Почему? Еще раз вернемся к этой теме, да, если у нас ягодицы округлые, выпуклые, и мы делаем вот такую вот большую сюда прибавка большая, широкая, и мы делаем вот такую выемку. Почему для животика, который округлый, выпуклый, не на себе не показывает, не хочу животик, почему мы должны убирать здесь? И делать плоский вот этот вот изгиб плоский. Наоборот, мы должны сделать также его больше. Вот и все. То есть я думаю, что это логика, это логично. Итак, переходим к следующему, так сказать, этапу. Да, я сейчас проведу вот эту центральную линию, боковую, скажем так, это у нас боковая линия, проведу дальше. Проверю сейчас, здесь у меня должно быть 40 сантиметров. Да, все ровненько, все правильно. И теперь смотрите, вот она наша линия сидения, да, грубо говоря, линия паха. Мы с вами берем сантиметровую ленту и от паха измеряем до колена. У кого-то это может быть 35 сантиметров, у кого-то 25, может быть, кто-то низкого роста. У меня 30 сантиметров. Вот от этой линии вниз я откладываю 30 сантиметров. Опять же, для контроля сюда. И на всякий случай еще сюда, чтобы быть уже точным, да? Мы с вами будем по линии колена делать заужение. И с этой стороны, и с этой стороны. Теперь мы с вами должны определиться, какой свободы вы хотите в районе колена. Вы берете сантиметровую ленту, вот так вот обвиваете, надеюсь, видно, и смотрите для себя, вот так. Смотрите для себя, какую вы хотите свободу. Хотите чуть-чуть, хотите побольше. То есть, ну, как бы это уже дело лично каждого, да. Можно сделать чуть свободу, чуть-чуть заузить, да, можно хорошо так заузить, но не заужайте сильно, потому что это все-таки габардин, ткань не эластичная, и даже не пластичная, она совершенно сухая, и если вы переборщите, то вы не сможете двигаться. Я, кстати, забыла провести вот сюда линию. Смотрите, вот здесь у меня заканчивается, да, моя, скажем так, выкройка. И я должна к низу, то есть по всей вот этой вот
линии провести вот эту ширину своей штанины. И от этой точки я уже буду дальше строить штанину. Колено, низ и так далее. Для начала, то есть я сейчас хочу рассказать, как я прихожу к своему для себя идеальному результату. Не расчетами никакими, то есть, ну, не люблю я все эти расчеты, да, долгие, тем более, ладно, я сама-то могу себе рассчитать, но вам объяснять это тоже очень долго. И так у меня видео получилось долгое. Я приблизительно, смотрите, от вот этой линии я откладываю для задней половинки 5 сантиметров от этой линии вовнутрь, сюда, от средней линии сюда 5 сантиметров, для передней половинки на сантиметр меньше. Откладываю 4 сюда и 4 от этой точки, то есть от этой линии вот сюда. Вот так. Теперь промеряю. Так, здесь у меня получается 28 с половиной. Я вот так вот продолжаю. Получается 55. Но для моего колена это много, даже с припусками на швы, да. Давайте так. Еще 1 сантиметр добавлю. Было 5, отложим 6. И также здесь отложим 6. Вот сюда. Здесь на 1 сантиметр меньше, значит 5. 5 сюда. 5 сюда. То есть как бы я не трачу слишком много времени. Вот это вот убираем. Не трачу слишком много вообще ничего. Ну как бы у меня получается все быстро и легко. И опять же я измеряю. 26 с половиной. Продолжаю. 51. Получается 51. Если, допустим, с припусками, здесь по 1 сантиметру убираем, то есть 4, 51 минус 4, получается, ну все, у меня уже мозги плавятся, значит 51 минус 4, получаем 47. 47 сантиметров у меня будет в районе колена. Меня это устраивает, все. И я, значит, соединяю эти точки, то есть вот эту точку с линией банта, вот сюда. Эту точку я вывожу к линии, то есть по боковой линии к линии сидения. Вот так соединяю. Вот эти вот линии потом они вырежутся плавненько, более такие будут плавненькими. И сюда я, да, то есть прорисовала уже вот эти вот начало ног, скажем так, да, начало штанин. Все, еще раз, если вы сомневаетесь, еще раз перемерили и продолжаем дальше. Что мы хотим видеть к низу? Тут тоже есть варианты. Сейчас я уберу, наверное, угольничек уберу. Длину брюк мы с вами измеряем вот от этой точки. Но не забывайте, что здесь у нас 4 сантиметра идет на резинку. Вот эта линия, она у нас опустилась. То есть была вот она линия, а стала вот она, да. Теперь мы от этой точки отходим. Значит, у меня здесь 4 сантиметра на резинку, вот так вот. Далее я измеряем мы, конечно же, длину брюк по линии бока, от талии вниз. Не забывайте, что на брючке лучше добавить пару сантиметров больше. Да? То есть, допустим, вы от линии талии до линии пола измеряете и прибавляете подгибку. Именно до линии пола. А дальше вы уже, когда будете делать подгибку, сначала, конечно, все булавочками, сметали брюки булавочками или уже сшили брюки булавочками, сделали подгибку, примерили несколько раз, покрутились там в обуви такой, без обуви, и уже смотрите, какая вам длина нужна. И тогда уже делаете подгибку. Я, допустим, для себя откладываю от этой точки, вот она наша будет линия талии, отсюда минус 4 сантиметра, да, и откладываю, вот у меня 103 сантиметра моя длина до пола. И плюс, ну сколько, ну 4 сантиметра, 5 сантиметров пусть будет на подгибку. Лишнее можно срезать. Теперь, смотрите, чтобы так далеко не лезть, вот отсюда я измеряю, у меня 53. И для контроля я откладываю сюда 53 и сюда 53. То есть вот так вот удобно. Провожу через эти точки линию низа. Теперь мы должны определиться с вами, какой мы хотим внизу, опять же, какую мы хотим ширину внизу, да, по низу. Я думаю, что можно еще немножечко заузить. То есть мы ориентируемся вот на эти линии. Здесь у меня было 6, да, еще раз проверю, 6. Здесь было 5 и 5.
Я могу сюда прибавить. Так, где моя линия? Продляем линию. Вот эту линию. Почему я на габардине не сразу отрезаю кромку? Потому что ткань махрицая. Пока я буду здесь что-то кроить, мало ли вот эти вот все линии, вот эти сети, мало ли что-то здесь у меня замахрится и придется все выравнивать. Не хочется, поэтому вот так. Значит, здесь у меня 5, внизу я отложу, ну пусть будет 6. Значит, сюда я тоже откладываю 6. Здесь у меня было 6, значит, я откладываю 7. То есть я убираю совсем-совсем по чуть-чуть, да. И соединяю вот так. Вот с этой точкой. А теперь еще один такой момент. У меня здесь небольшая разница, здесь и здесь по 2 сантиметра, да, то есть один здесь, один здесь. Я могу ничего не делать внизу. Но если у вас, допустим, вы берете здесь не 1 сантиметр, прибавляете вот к этой цифре, а 2, ну, допустим, я вот так вот сейчас прорисую, да, пусть будет здесь будет 7, здесь плюс 1, и у вас получится более такая косина, да, вот сюда заужена к низу. И подгибку, я покажу только на одной половинке, подгибку будет делать не очень удобно. Значит, нам нужно, ну, примерно, опять же, 5 сантиметров вверх отложить. Мы добавляли, я добавляла 5 сантиметров для этой цели, да. И вот эта часть должна быть прямой. Мы опять же берем угольник. Вот она наша точка, да, вот так по отношению к низу, тут буквально по 0,3 где-то заберется. И точно так же здесь. Точно так же здесь, где-то примерно по 0,3. А дальше уже отсюда мы ведем вверх вот до этой точки. Я уже сказала, у меня всего здесь 1 сантиметр прибавлен к одной части, да, к одной стороне, поэтому я не буду этого делать. Я пробовала на своих брючках, вполне хорошо, удобно все это подшивалось, поэтому я оставляю брючины именно такими. Можно, в принципе, уже их вырезать. Я думаю, что понятно, я все рассказала, очень надеюсь, да. Главный акцент был в этой модели, это, то есть в этом видео, в этом мастер-классе, акцент на животик. И я очень надеюсь, что я все понятно рассказала, что касается животика, да. Что касается обхвата колена, обхвата низа, обхвата бедер, я думаю, что здесь более чем понятно. А вот по поводу животика и ягодиц, тут, наверное, нужно было все это проговорить. В общем, как всегда, хотела все по-быстренькому и вкратце, получилось все такое объемное, балабольное, скажем так. Я надеюсь, вы на меня не в обиде, надеюсь, вы не заскучали, когда слушали мои, так сказать, речи. Ну и, в общем, на сегодня я с вами прощаюсь. Еще раз приглашаю вас всех подписаться в мой бесплатный телеграм-канал и общаться напрямую. То есть там намного легче общаться, задавать вопрос, получать ответ, делиться каким-то мнением, делиться еще чем-то, своими изделиями и так далее. Там намного легче, чем на других платформах. Поэтому подписывайтесь и будем вместе. На сегодня всем пока. До новых встреч!